Друзья, всем привет! Я думаю, многие из вас знают, что у EEPROM памяти и у флеш памяти ограничен ресурс по количеству записей в одну и ту же область. У флеш памяти это примерно 100 тысяч записей, у EEPROM около миллиона. В этом ролике мы с вами на примере EEPROM памяти 24 серии посмотрим, что конкретно происходит, когда этот ресурс подходит к концу, а также сопоставим ресурс микросхем EEPROM памяти от разных производителей. Конечно, я не стал покупать микросхемы памяти в сомнительных местах типа Алиэкспресса, я заказал их у официального дистрибьютора электронных компонентов компании LCSC. Это китайский дистрибьютор, у которого представлены компоненты как известных американских, европейских и японских брендов, так и микросхемы китайских производителей. Про большинство из них наверняка многие из вас даже не слышали, впрочем, так же как и я. Сначала я определился, микросхемы какого объема я буду тестировать. В 24 серии есть варианты от 16 байт до 128 килобайт. Я решил тестировать микросхемы объемом 8 килобайт и просто закупил микросхемы этого объема от всех производителей, которые были доступны на LCSC. В итоге я заказал по 10 микросхем от 15 производителей. Микросхемы отлично упакованы и промаркированы, каждая модель микросхемы в отдельном антистатическом пакете. Кроме того, примерно треть заказа, каждая модель микросхемы была в отдельном запаянном пакете, внутри которого был силикагель и индикатор превышения влажности. Вот так выглядит список участников теста. Здесь и далее в течение ролика микросхемы отсортированы по цене за штуку на момент заказа. Как видите, большинство участников представлены китайскими брендами. На мой взгляд, это даже к лучшему, потому что я вижу много скепсиса относительно микросхем китайского производства. И объективно говоря, у многих из них довольно скудная документация, иногда она только на китайском, но тем не менее у большинства участников все выглядит достаточно прилично. Мой стенд для тестирования выглядит следующим образом. Я построил его на Flipper Zero, потому что, во-первых, у него есть кнопки и дисплей для удобного управления процессом тестирования. Это полностью автономный стенд, он не требует подключения к компьютеру. У него встроенный аккумулятор, которого хватает с большим запасом на проведение любого теста, несмотря на то, что иногда тест занимает 2 суток и даже более. В конце, когда микросхема умирает, флиппер пищит, вибрирует и зажигает светодиодный индикатор, таким образом ненавязчиво уведомляя меня о том, что очередная микросхема вышла из строя. Можно записать результаты, можно посмотреть через интерфейс флиппера, как ведет себя теперь микросхема, ну и остается ее заменить и начать новый тест уже с новой микросхемой. Я изготовил вот такой модуль для флиппера. В основе его лежит печатная плата для прототипирования, оригинальная флипперовская, и на нее напаяна вот такая панелька для быстрой замены микросхемы. Ну, принцип ее работы, я думаю, понятен. Она, к сожалению, не идеально работает, иногда пинцетом приходится немного подправить положение микросхемы, но все равно это намного проще и быстрее, чем если бы я микросхему запаивал на плату. Вот эти два резистора, это резисторы подтяжки, необходимые ношения I2C. Вот эти 3 джампера задают адрес микросхемы. Дело в том, что у микросхем памяти 24 серии 3 ножки из 8 используются как входы, логическими уровнями на которых можно задать один из 8 возможных I2C адресов микросхемы. Это нужно для того, чтобы можно было на одной шине параллелить несколько таких микросхем до 8 штук. Если джампер установлен, то логический 0 устанавливается на соответствующей адресной ножке, на соответствующем входе. Если джампера нет, то вот эти вот резисторы тянут адресные линии к плюсу, то есть к логической единице. Ну и есть еще один конденсатор по питанию на этой плате, и больше ничего здесь нет. Кстати говоря, вот этой гребенкой на практике оказалось очень удобно пользоваться, потому что когда модуль вставлен в флиппер, то сюда можно подключать логический анализатор без каких-либо переходников, быстро и просто. Я неоднократно этим пользовался. Для теста я разработал небольшое приложение для флиппера. Наверняка многие из вас не знают, что для флиппера можно разрабатывать отдельные от основной прошивки приложения, причем их можно публиковать в онлайн-каталоге, который доступен из мобильного приложения. Там вы можете приложение скачивать, они по Bluetooth передаются на флиппер и там сохраняются на его SD-карточке. Дальше уже по вашему требованию они подгружаются оттуда и исполняются. Причем интересно, что это именно нативные приложения, скомпилированные под кортексное ядро микроконтроллера внутри флиппера. Это не какой-то высокоуровневый скриптовый язык. И эти приложения имеют доступ к API основной прошивки
Там, правда, отдельный геморрой с версионностью этого API, но все достаточно хорошо решено. Так мало кто делает, насколько я знаю, и мне кажется, это достаточно оригинальное и элегантное решение. Так вот, написал я свое приложение очень быстро, все благодаря тому, что существует приложение I2C Tools, которое реализует разные функции, связанные с шиной I2C. По сути, я взял его исходники, убрал оттуда все лишнее, ненужное мне, реализовал логику теста и изменил визуальный интерфейс. Собственно, основное время я потратил как раз на изменение визуального интерфейса. На основном экране программы я вывожу принципиальную схему подключения микросхемы памяти к флипперу. Есть 5 пунктов меню, первый из которых начинает сканирование шины. Сканирует он только те адреса, которые используются микросхемами 24 серии. Если я вынимаю модуль, то микросхема памяти с шины исчезает, подключаю модуль, появляется. Здесь еще интересно то, что, как оказалось, микросхема памяти мгновенно реагирует на состояние своих адресных входов. То есть я снимаю джампер, был 50 адрес, оп, 51. Снова 50. 51, 50, 51, 50. То есть микросхема сразу же начинает отзываться на новый адрес. Следующий пункт меню позволяет прочитать содержимое тестовой страницы. У EEPROM объемом 8 килобайт, размер страницы 32 байта. И сейчас установлена новая микросхема, и как видите, по дефолту она заполнена вся единичками. Следующий пункт меню позволяет записать данные в тестовую страницу. И здесь необходимо пояснить, что вообще во время тестирования я записываю в память. На экране сейчас одна страница 32 байта, и я делю ее на две равные части. Первая часть – это статическая часть. Я туда всегда записываю одни и те же байты, от 0 до 0f. И вторая часть – это динамическая часть. Как видите, она сформирована похожим образом. Каждый следующий байт – это инкремент относительно предыдущего. Но вот этот вот стартовый байт в начале динамической части, он зависит от числа, которое я здесь называю паттерном. И при автоматизированном тестировании этот номер паттерна постоянно инкрементируется после каждой записи и чтения. Ну а в интерфейсе однократной записи этот паттерн можно выбрать. Нажатием вправо или влево, как видите, динамическая часть при этом соответствующим образом меняется. Для чего вообще я пишу статическую часть? Дело в том, что заранее неизвестно, влияет ли то, что мы пишем, на ресурс памяти, либо просто сам факт записи влияет. Возможно, что, например, запись единички сильнее изнашивает память, чем запись нуля. И в этом случае это будет видно по статистике отказов, именно в статической части. Ну а динамическая часть в этом случае, она просто будет равномерно изнашивать страницу памяти, эту ее динамическую часть, потому что в ней вероятность единички и нуля одинаковая. Следующий пункт меню позволяет запустить автоматизированное тестирование ресурса микросхемы. Здесь в цикле производится запись, чтение и сравнение прочитанного с записываемым. Если отличий нет, то тест дальше продолжается. На экран я здесь вывожу счетчик количества записей. Это у нас время в микросекундах, время записи страницы вместе с передачей данных по I2C, а в скобках чистое время записи. Вообще для всех микросхем в тесте по даташиту заявлено максимальное время записи 5 миллисекунд. Но, как видите, при нормальных условиях, по крайней мере, при питании от 3,3 вольт, оно составляет меньше 2 миллисекунд для конкретной микросхемы. Но забегая вперед, все микросхемы справляются меньше, чем за 5 миллисекунд с записью. Ну и последний параметр – это количество записей в секунду. Это необходимо мне для того, чтобы прогнозировать общее время теста, исходя из того, что я примерно знаю, сколько конкретная модель микросхемы должна продержаться. Ну и последний пункт меню позволяет выбрать модель микросхемы, ну по сути ее объем, и номер тестовой страницы. Я во всех микросхемах тестировал именно первую страницу при нумерации с нуля. И когда эта страница изнашивалась, это никак не влияло на соседние страницы. Давайте теперь разберемся, что именно происходит, когда вырабатывается ресурс EEPROM памяти. Когда я ставлю тестовую микросхему, я запускаю тест, при этом в цикле повторяются операции записи, чтения и сравнения того, что прочитано, с тем, что записывалось. Если отличий нет, то тест продолжается. И так повторяется очень много раз, пока тест не прерывается, найдено какое-то отличие. До этого момента проходит от нескольких часов до примерно 2 суток. Итак, что же отличается?
во всех случаях для всех микросхем отличается только один бит во всей тестовой странице в 32 байтах. Причем равновероятно, в каком месте, в каком байте будет этот бит, он может располагаться как в статической части тестовой страницы, так и в динамической части, то есть без разницы, 0 мы пишем или единичку. Важен именно факт записи, именно он изнашивает память. Дальше я перезапускаю тест на той же микросхеме, и как ни странно, она совершенно нормально себя ведет, этот проблемный бит никак себя не проявляет. То, что прочитывается из тестовой страницы, совпадает с тем, что записывалось. И так еще примерно от нескольких сотен до нескольких тысяч циклов записи проходит до новой ошибки. Ошибка возникает в том же самом бите. Я снова перезапускаю тест. Снова и снова, много раз. И каждый раз до ошибки проходит все меньше и меньше циклов записи. То есть вероятность ошибки, она все выше и выше. Иногда на каких-то этапах еще второй бит в тестовой странице начинает глючить. Но в большинстве случаев глючащий бит только один. В конечном итоге микросхема доводится до такого состояния, что даже без записи, просто при повторных чтениях тестовой страницы, из проблемного бита читается то 0, то единица. Примерно с равной вероятностью. То есть, по сути, этот бит изношен до такой степени, что из него читается уже просто случайное его состояние. Но есть еще одно специфическое проявление сильно изношенной микросхемы памяти. Дело в том, что когда микросхема уже доведена до такого состояния, когда из самого изношенного бита читается то единичка, то 0, иногда еще одна вещь происходит. Читается до проблемного бита все нормально, а дальше читаются байты FF. И пришлось подключиться логическим анализатором, чтобы увидеть, что физически происходит на шине передачи данных. Сейчас я вам это покажу. У меня есть запись логического анализатора. Будет немного сложно, потому что нужно помнить логику работы I2C. Также тут осложняется все тем, что линии SDA в разные моменты времени управляют разные узлы на шине. Но я постараюсь все разжевать. В конце подведу итог, как я это все интерпретирую. Ну и на монтаже постараюсь нужные, интересующие нас временные интервалы подсветить. Смотрите, есть у нас вот такая операция чтения тестовой страницы. Ну, здесь традиционно для I2C сначала происходит запись 2 байт, которые устанавливают адрес, с которого будем читать. И дальше идет чтение. Здесь читается статическая часть страницы, где лежат байты от 0 до 0f. Но до байта 0d все идет нормально, а вот на байте 0e происходит нечто необычное. Вот логический анализатор здесь не понимает, что ему делать. Давайте посмотрим на это место внимательнее. По предыдущим байтам можем увидеть нормальное поведение микросхемы. Здесь она логический уровень тех данных, которые лежат в ее памяти, она выставляет по спадающему фронту на клоке. И это повторяется везде, во всех байтах, кроме вот этого проблемного. Здесь почему-то микросхема запоздала с логическим нулем. То есть она должна была выставить логический 0 вот здесь, но почему-то этого не сделала. Сделала это позже. И дальше вот этот 0 снять она должна была по следующему спадающему фронту, то есть вот в этот момент. Но она отпускает линию SDA раньше, гораздо раньше. И такое условие вообще в целом на шине I2C означает условие старт, то есть новую транзакцию, грубо говоря. И логический анализатор именно так это воспринимает. Причем здесь еще 9 бит. Это так называемое подтверждение от флиппера. Логический анализатор воспринимает как уже следующий байт. Из-за этого у него все на 1 бит смещается. В общем, дальше можно не смотреть. Он дальше неправильно интерпретирует передаваемые данные. Что же здесь произошло? С точки зрения флиппера ничего страшного не произошло. Он не мониторит эти состояния старт, в отличие от логического анализатора. И просто дальше продолжает читать следующие байты с микросхемы памяти и подтверждает их асками. Вот это аски. Микросхема же полностью отвалилась с шины I2C до следующей транзакции, до следующего условия старта своего адреса. То есть я это интерпретирую так, что когда микросхема отдавала вот этот байт 0e, на проблемном бите изношенном, во-первых, возникла задержка с выдачей логического уровня, а потом вот в этот момент вообще произошло, я думаю, это внутренний сброс внутри микросхемы памяти. По крайней мере, вот эта логика, которая реализует I2C Slave, она, судя по всему, перезагрузилась. Давайте перейдем к результатам тестов, но перед этим нужно обозначить, а какой ресурс вообще заявляют производители.
И почти все участники сегодняшнего теста заявляют 1 миллион записей, кроме одного. Это компания ST Microelectronics, которая для своей микросхемы заявляет 4 миллиона записей. Причем они дополнительно заявляют, что при температуре плюс 85 градусов ресурс снизится до 1 миллиона 200 тысяч записей. И что-то мне подсказывает, что у других участников есть тоже такая зависимость, при нагреве ресурс снижается. Просто они об этом не пишут. Давайте перейдем к результатам. И несмотря на то, что у меня есть усредненные данные по каждой модели микросхемы, начнем давайте с сырых данных, потому что по ним видно уровень разброса показателя ресурса, то есть от микросхемы к микросхеме, насколько сильно отличается показатель ресурса. И вот, например, у микросхемы XBLW, ну это производитель, разброс довольно большой, а у следующего HK разброс очень даже маленький. И мне кажется, что при прочих равных, когда разброс маленький, это свидетельствует о более высоком качестве изготовления, какие-то технологические процессы, возможно, лучше, или это вообще разное поколение технологий. И это дает более предсказуемый результат по ресурсу. Если у микросхемы, у которой большой разброс, может оказаться у одного из следующих экземпляров ресурс гораздо ниже, то у той модели, у которой разброс маленький, можно ожидать примерно такого же ресурса и в дальнейшем у остальных микросхем, по крайней мере из этой партии. Итак, у HK все неплохо, FMD уже разброс довольно большой, здесь более-менее, хотелось бы меньше, конечно. У ID чип довольно большой разброс. BL тоже вот одна микросхема сильно выбивается. У STM тоже существенный разброс, хотя, наверное, без криминала здесь. Hans чип тоже. Zeta довольно плохо. HXY MOSFET достаточно хорошо по этому показателю. HG Semi плохо. Fudan Micro тоже очень плохо, сильный разброс. ROHM, японский производитель, достаточно маленький разброс, неплохо. Microchip, ну такой, что-то среднее. Holtec, разброс в принципе не сильный, но сам показатель уже достаточно низкий. Это микросхема, которая показала наименьший ресурс из всех участников. Как видите, я тестировал только 5 микросхем каждого производителя, несмотря на то, что у меня было в наличии их 10. И это хорошая новость, потому что оказалось, что микросхемы гораздо более живучие. Я рассчитывал, что ресурс окажется в 2 раза больше, чем заявляет производитель, но на практике ресурс зачастую был выше на порядок. И тест мой растянулся уже на 2 месяца, я не хочу еще 2 месяца на это тратить, в принципе это каких-то существенных данных больше уже не даст. Ну и давайте перейдем к усредненным показателям по ресурсу среди всех производителей. И здесь, конечно, видно, что лидирует STM. У него микросхемы показывают наивысший ресурс, но у них и заявка максимальная, 4 миллиона заявлено. При этом соседний чип от производителя Hans чип, он не сильно отстает от STM, хотя у него заявлен всего 1 миллион, он показывает схожий с STM ресурс. Давайте еще посмотрим какие-то крайние варианты. Например, Holtec оказался худшим из всех. И неожиданно, что на 2-м месте снизу Microchip. Учитывая, что здесь микросхемы отсортированы от самых дешевых к самым дорогим, более привлекательными выглядят те, которые располагаются в левой части графика. Когда я закупал микросхемы, я ожидал, что китайские микросхемы окажутся в целом хуже, чем микросхемы от известных брендов. И, возможно, какие-то из них даже не выдержат тот ресурс, который заявляет производитель. Но на практике они все выдержали и неплохо себя показали даже в сравнении с известными брендами. Ну и есть у меня еще один график. Это график времени записи одной страницы 32-байтной. В даташите у всех производителей указано максимальное время записи 5 миллисекунд. Но, по крайней мере, в условиях теста, я говорю про температуру, про напряжение питания, в условиях сегодняшнего теста реальное время записи оказывается существенно меньше, чем заявлено. Это хорошая новость, в принципе, но я хочу обратить ваше внимание не на это, а на то, как графики коррелируют. График ресурса и график времени записи. То есть на первый взгляд кажется, что чем микросхема медленнее,
тем у нее выше ресурс. И наоборот, чем микросхема быстрее, тем у нее меньше ресурс. Ну, либо обратная зависимость скорости от ресурса. И я сначала подумал, что, блин, это прямо открытие, но это не везде соблюдается, не у всех производителей. Вот, например, Holtec показал наименьший ресурс среди всех участников, в то же время у него и время записи достаточно большое. А вот у микрочипа, смотрите, он оказался самым быстрым в тесте. 1349 микросекунд он тратит в среднем на запись. В то же время у него и ресурс, он на втором месте, снизу. То есть у него как будто бы эта зависимость соблюдается, у Holtec не соблюдается. Но как будто бы у большинства производителей все-таки есть такая зависимость между скоростью и ресурсом. Но поскольку она не везде соблюдается, я не могу говорить о том, что это справедливо везде и всегда. Ну что, давайте попробуем подвести какие-то итоги. Самое главное и хорошая новость в том, что все участники теста выдержали тот ресурс, который заявлен производителем. Как минимум на 1 миллион записей смело можно рассчитывать. При этом из-за износа умирает именно конкретный бит в памяти, который больше всех изношен. При этом в конечном итоге из него начинает читаться случайное значение, нули либо единицы. И, судя по всему, при обращении к проблемным битам, при сильном износе, микросхема памяти начинает перезагружаться. Рекомендация здесь у меня такая. Если ваше устройство хотя бы иногда что-то пишет в EEPROM, вам следует избежать достижения заявленного производителем ресурса. И особенно внимательно, я бы сказал, нужно отнестись к ситуациям, в которых возможно зацикливание записи. Это самое опасное, и в серийных устройствах это может привести к довольно печальным последствиям. Что касается китайских микросхем, на мой взгляд, к ним все еще с осторожностью, но потихонечку можно начинать присматриваться. Они достаточно хорошо себя показали в этом тесте. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть этот ролик. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Как вы знаете, на YouTube сейчас просмотры не монетизируются, поэтому если у вас есть желание и возможность, вы можете финансово поддержать канал при помощи сервисов Boosty и Patreon. Ссылки будут в описании к этому ролику. На этом на сегодня у меня все. Увидимся совсем скоро в новом видео про новый, довольно интересный проект. Всем удачи и успехов. Пока.